Уже в 12 лет он построил свой первый вертолет, пока маленький, приводимый в движение обыкновенной резинкой, но он поднялся в воздух. Впервые о вертолетах он услышал еще в родном Киеве, в раннем детстве, от матери, большой поклонницы Леонардо да Винчи, среди изобретений которого числился и прототип вертолета. Увлекался он и химией, да так что, подобрав на улице листовку расплодившихся в те времена радикалов, соорудил по содержавшейся в ней инструкции бомбу и даже попытался ее испытать. В результате серебряную ложку, в которой он нагревал нитроглицерин, разорвало на мелкие кусочки, но он чудом остался жив и вернулся к конструированию летательных аппаратов. Это оказалось существенно менее опасным. Поучившись слегка в Петербурге и Париже, он перешел в Киевский политех, в котором уже тогда существовала воздухоплавательная секция, организованная учеником Жуковского-Артемьевым. Вскоре Сикорский строит свои первые вертолеты, которые и представляет на воздухоплавательной выставке в Киеве, но они почему-то не смогли взлететь, и он начинает заниматься самолетами. Как позже выяснилось, не навсегда. Уже в 21 год он поднял в воздух первый самолет своей конструкции, а вскоре выпустил самолеты, ставшие эпохой в воздухоплавании, «Русский Витязь» и его усовершенствованный вариант «Илья Муромец». В Первой мировой этот бомбардировщик не имел себе равных и по грузоподъемности, и по мощности бомб, и по живучести. Достаточно сказать, что за всю войну вражеские истребители смогли сбить только один такой самолет, для чего пришлось атаковать его сразу 20 истребителями. Еще 3 пострадали от зенитного огня. Остальные все остались невредимы, живучесть почти невероятная. Именно Илья Муромец совершал первые в истории регулярные рейсы на внутренних авиалиниях уже в РСФСР, а его модификация до 1917 года оставалась крупнейшим гидропланом в мире. Он же стал первым в мире пассажирским самолетом, имеющим отдельный салон, спальные комнаты и даже ванную и туалет. Но совершенствовать его у Сикорского не получилось. Пришлось бежать, покуда цел. Взгляды у него были совершенно не революционные, скорее монархические. Царь не только осматривал его самолет, но и подарил ему золотые часы, а по тем временам попадали в ЧК и за меньшее. Когда знакомый сообщил ему, что его имя уже внесено в расстрельные списки, он не стал выяснять, не недоразумение ли это, и похоже, что очень правильно поступил. Через Мурманск или Архангельск существуют разные версии. Он покидает родину навсегда, немного работает во Франции, а потом перебирается за океан. Теперь его родина там. Во всяком случае, она не пытается его убить. Организованная им фирма не сразу достигла успеха. Поначалу ей помогали многие русские эмигранты. Ее вице-президентом одно время числился даже Сергей Рахманинов, вложивший в нее свои личные $5000. Деньги не пропали. Сикорский вернул их с процентами. Тяжелые самолеты тогда еще не находили сбыта. Рынок легких самолетов в США был переполнен. Предназначенный для перелета через Атлантику С-35 разбился при таинственных обстоятельствах в момент старта. Но первый настоящий успех в США Сикорскому принесли самолеты-амфибии, обеспечившие надежность и прибыльность пассажирских перелетов сначала через Атлантический, а потом и через Тихий океан. Большинство ведущих авиаконструкторов и специалистов его фирмы были русскими эмигрантами. В Стратфорде, штат Коннектикут, где находился ее головной завод, до сих пор есть районы с не очень американскими названиями – Чураевка, Дача и Русский пляж. Когда начал падать спрос на летающие лодки, фирма Сикорского не растерялась и вернулась к детскому увлечению своего главного конструктора – вертолетом, причем с фантастическим успехом. Его двухместный вертолет С-47 стал единственным вертолетом антигитлеровской коалиции, применявшимся на фронтах Второй мировой. Огромный успех послевоенного С-51 как в военной, так и в гражданских модификациях положил начало серийного вертолетостроения в Великобритании.
а лицензия на тяжелый 14-тонный С-55 вертолетостроения Франции. Да и в СССР вертолетостроение сдвинулось с мертвой точки только после большого успеха вертолетов Сикорского на полях войны в Корее. Начали пытаться хоть как-то с ними конкурировать. Просто не заносить в расстрельные списки вышло бы дешевле, но как это им объяснить? В 1957 году Сикорский ушел на покой, оставаясь в своей фирме почетным консультантом. Много путешествовал, увлекался альпинизмом, особо интересовался вулканами. Вот такое было у него хобби. Помимо авиации, интересовался религией, написал ряд оригинальных богословских трудов. Умер он в 1972 году, признанный всем миром вертолетчиком номер 1, лауреатом многих почетных наград, в том числе почетной медалью Джона Фрица за научные достижения, которую среди авиаторов, кроме него, получил только Орвилл Райт. Кстати, мемориальный приз братьев Райт, награду редкую и очень почетную, он получил тоже. Да и на бывшей родине его вроде бы вычеркнули из расстрельных списков. В его честь названы улицы в Киеве, площадь в Петербурге, кратер на Луне, Киевский аэропорт в Жулянах и даже астероид. Что ж, лучше поздно, чем никогда. А кое-что лучше никогда, но понимают это поздно. Судьба Сикорского доказывает, истинный талант невозможно ограничить ни границами, ни списками. Он всегда находит путь. Поделитесь в комментариях, какие парадоксы жизни Игоря Сикорского поразили вас больше всего. Если эта история вдохновила вас, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые исследования судеб великих людей. И обязательно поставьте лайк, если считаете, что такие имена не должны быть забыты. Ваша активность помогает продвигать качественный контент.